Всем доброго дня! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надежда. Я решила поменять концепцию своего канала. Добавлю много всякого необычного, что-то даже про свою жизнь, потому что я поняла, что мне хочется больше, чем просто расклады на Таро делать. Но они, естественно, тоже останутся. Это будет одна из главных направлений моего канала. В общем-то, основное. Досмотрите обязательно до конца. В конце будет информация о дальнейших планах. Также подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а мы начинаем. Вы, наверное, все смотрели культовый фильм «Красотка». Именно по нему я решила сделать разбор на Таро. На самом деле всегда очень интересно, как же будут развиваться отношения после того, как фильм заканчивается, потому что заканчивается он всегда на свадьбе, или что-то на чем-то таком хорошем. Но в основном это, конечно же, свадьба или даже до рождения детей, кстати, не доходит, а именно или просто там все перипетии закончились, они узнали все тайны, и в тайнах все оказались не виноваты там в каких-то своих интригах, и все, все в порядке, живем дальше. И мне очень было интересно узнать, как сложилась бы дальше судьба красотки и бизнесмена. Вначале я все время, пока делала этот расклад, именно так их и называла, не могла запомнить имена. Потом, когда я запомнила имена, начала путать имена Ричард и Эдвард. Дальше расскажу, что же это значит и в чем дело здесь. Итак, начнем все-таки расклад. Как же дальше сложилась их жизнь? Еще один момент, что им сделать, чтобы эта их жизнь все-таки сложилась? Потому что все мы знаем, отношения — это работа с двух сторон. И хотелось бы еще и дать им совет, где им постараться, чего стоит избегать, каких действий. И, кстати, советы получились очень даже хорошие от карт. И я бы сказала, универсальные. Поэтому, если кто-то испытывает трудности в отношениях, пожалуйста, смотрите. Я думаю, вам тоже много что подойдет для вашего конкретного случая. А если уж сильно не подойдет, пожалуйста, обращайтесь. Все мои контакты в описании. Итак, я уже сказала, что этот расклад затрагивает именно перспективу отношений и хорош именно на начальном этапе. В фильме мы как раз и видим именно этот начальный этап. С чем вошли они в контакт и что есть на данный момент у каждого из них. Эдвард вошел в контакт с Вивиан с абсолютно ровными эмоциями. Это нам показывает 6 кубков. Ему абсолютно понятно, без прикрас, что это за девушка и как в целом будут развиваться события. Он полностью отдает себе отчет в своих поступках. В его жизни все гармонично, степенно, без особых эмоциональных потрясений. И даже если они есть, то он реагирует на них ровно. Он на пике своего роста и в плане отношения к событиям. И дальше следует выход из этой стабильности, если брать 7 кубков. Что, собственно, и случилось? Скажем так, ему по жизни необходим был этот всплеск, чтобы его что-то взбудоражило, и развитие пошло дальше. Мы здесь все, чтобы развиваться, либо деградировать. Мы не можем зависнуть на месте и вообще, чтобы ничего не происходило. Это невозможно на этой планете. Растение либо растет, либо завядает, либо времена года меняются, ничего не застывает на месте, все движется. Еще есть небольшой момент. Он изображен на самой карте. Здесь изображено мечтание о партнере. Можно интерпретировать по-разному, но это зависит от ситуации. И в этой ситуации можно понимать ее так, что Эдвард как бизнесмен достиг всего, что он хотел. Он понял, что ему не хватает партнера. И это, опять же, с его точки зрения был несколько стратегический взгляд. Хотя и карта достаточно эмоциональная, в плане она именно про эмоции, но нельзя не отметить, что про Эдварда хочется говорить именно о стратегии. И опять же, не без того, что, возможно, ему просто захотелось слегка влюбиться, и он решил, что это именно то, чего ему не хватает на данный момент. Перейдем к Вивиан. У Вивиан карта шут. По ней можно сказать, что эта встреча была намного эпохальнее для нее, чем для Эдварда.
Для нее это был шанс обнулиться и начать новую жизнь. Я не уверена, что она отдает в этом себе полный отчет про этот шанс или еще что-то, но тем не менее это так. Так как эта встреча была в момент, когда у нее на духовном уровне произошел слом, дальше ее ждет выход на другой этап, на другой жизненный этап. Возможно, причина именно вот этого слома была в проблеме, когда деньги за аренду комнаты подруга истратила на запрещенные вещества. И где-то глубоко внутри у нее зародился протест у Вивиан, что я хочу другую жизнь. Я устала, я ухожу. Как говорится, она бросилась в омут с головой, рискнула. Опять же, да, немного безбашенная такая, и детский такой поступок по шуту. Поехала с абсолютно незнакомым мужчиной. На карте как раз хорошо видно, что она с этим колесом сиганет в пропасть. Ну или поднимется, да, куда-то, там, неизвестно, куда ее колыхнет. Такая детская позиция инфантильная. Но опять же, это иногда и приносит небывалый успех или небывалый провал, по-разному бывает. Короче, трактовок там много, все зависит от ситуации. Опять же, да, как у них похоже, что у нее какой-то вот этот переход и у него переход. У него по масштабу поменьше, у нее побольше. Раза в 2 или в 3 даже у нее, наверное. Так, переходим к следующему. Для чего же каждый пришел в жизнь другого? Что может дать? Что может дать Эдвард, Вивиан и наоборот? Про Эдварда. У него король Пентаклей карта. Тут, в общем-то, понятно все сразу. Он влиятельный человек с кучей денег. Он может обеспечить все желания в материальном мире. Решить проблемы, которые, как мы знаем, у Вивиан имеются. Также он может дать ей защиту. И даже более того, защиту как от родного человека. И, между прочим, очень даже чувствуется на протяжении всего фильма, что вот он как-то к ней так по-родному относится, как-то вот прям нежно. Возможно, ему этого хотелось, да, вот как-то не растраченные у него эти чувства есть. Куда применить, непонятно. Да, там была у него девушка, и об этом чуть позже. Есть нюанс в любом случае. Пока что полностью ее он в свою жизнь не пустит. Это скорее вывод не из карты, а из ощущений. Потому что тут больше... Вообще сам Эдвард больше именно про стратегии, а не про чувства. Чувство, я бы сказала, для него это навье. Но сейчас он готов ее обеспечивать, решать ее проблемы на данный момент. И, кстати, возможно, именно это он и умеет давать, а чувства, так как он еще не знает, что это, как это, пока ему это и не дать ей. И там, кстати, дальше тоже про это будет, что надо будет учиться. Ну, ладно, об этом попозже. В общем-то, это все на данный момент. Еще, как вариант, ему нравится видеть свой статус в ее глазах. Вот как она все-таки на него смотрит. В общем, посмотрите фильм, как она на него смотрит. Это тоже достаточно приятно. Сейчас вот я хочу сказать про один интересный момент. Он не в контексте фильма, он больше про Ричарда Гира. Скорее всего, он себя в настоящей жизни ассоциирует именно с таким человеком, как Эдвард. Я не могла запомнить имени, путала их. Это, наверное, моя уже какая 3-я или 4-я попытка записать, чтобы не срываться на имя Ричард. Потому что везде я там называла его Ричард. И думала, что его так и зовут. Это получалось как в потоке. Но сейчас я вот уже уговорила себя, что он все-таки по фильму Эдвард. С другой стороны, конечно, Ричард, Рич, богатый, может быть, из этого. Так вот, не могла я запомнить имени, путала их. И моя практика показывает, что вот когда у меня такие ощущения, вот даже когда-то что-то путается, что они передают действительность. Может быть,
он с момента выхода этого фильма и включился в эту роль, и пронес ее через всю жизнь. Согласитесь, он до сих пор выглядит так же, и повадки те же, что и у Эдварда. Либо же в фильме он особо не играл, а был собой. Я не знаю, что здесь выбирать, первое или второе, играл он, не играл. Мне кажется, что он не играл, а просто был собой в этом фильме. Как он выглядит, абсолютно вообще идентично Эдварду в фильме. Просто красавчик. Так, переходим к Вивиан. У Вивиан у нас 6 жезлов. Она как раз дает Эдварду ощущение победы, что он выиграл джекпот. Он обрел то, без чего его жизнь была на 100% успешна. Я бы даже сказала идеальным. Ему особо не нужен брак, семья. Ему нужны именно такие отношения. Если разобраться, Вивиан не будет такой требовательной, как другие девушки. И вообще можно сказать, что он шел именно к такому результату, но, скорее всего, до этого он не мог его как-то воплотить в жизнь, а тут вот волей случая ему повезло во всех смыслах. А может быть, он и работал на этот результат и отдавал себе в этом отчет. Опять же, в обоих этих картах Эдвард занимает какое-то супер первое место. От Вивиан тут 10%, если вот даже почувствовать это, что везде Эдвард, Эдвард. И поэтому, как бы странно это ни звучало, самый выигрышный персонаж у нас все-таки Эдвард. Хотя, казалось бы, это Вивиан изменила свою судьбу, это она просто на 180 градусов развернула свою жизнь. И это, конечно же, так, но по весу происходящего, как говорят нам Таро, Эдвард получил все. Переходим дальше. Какой опыт им важно прожить вместе? Здесь у меня выпала принцесса Пентаклей. Это очень интересно. Это как раз про то, что я говорила, что же происходит после того, как фильмы заканчиваются на каком-то счастье в кубе, в квадрате. Им придется окунуться в опыт бытовухи. Тут по-другому вообще не скажешь. Причем это новый опыт для обоих. И он будет сильно растянут во времени. Им будет казаться, что они застряли здесь надолго. И поэтому им придется учиться жить с этим. От того, как они научатся или не научатся жить вместе в бытовухе, зависит, насколько долгие будут у них отношения. Поэтому, чтобы не погрязнуть в бытовухе, пришлось выложить еще дополнительные вопросы и помочь им пройти дальше. Дополнительный вопрос. О чем сейчас важнее думать Эдварду 7 жезлов и Вивиан 9 жезлов? Интересно, что у обоих выпали карты, которые обозначают защитные действия. Можно сказать, что эти карты — это про выстраивание собственных границ. Причем у Вивиан ранг аркана чуть повыше, и ей придется потрудиться сильнее. Ей будет это даваться труднее. Ей придется превозмочь саму себя, чтобы отстоять свои границы. Выстраивание этих границ проявляется в словесной форме в основном, но действия здесь также важны. Например, в случае Вивиан, если она хочет побыть одна, то она обозначает это звуком и действием, что вот мое пространство, не заходите сюда или какое-то время, в общем, обозначить какие-то рамки. Или же, например, ей, если что-то предлагает кто-то, Эдвард, да, у нас тут про их взаимоотношения, то просто отказаться от того, чего ей не хочется делать. А на самом деле эта работа по выстраиванию границ, она ювелирная. И как мы видим, не всегда будет получаться выходить на эту золотую середину. Иногда будет и коса на камень находить. Но это, собственно, притирка. Это жизнь, она у всех такая. Тут просто нужно заложить какой-то карман, чтобы хватало эмоционально еще вот на, если будут такие всплески, да, там что-то как. Надеюсь, вы меня поняли, что я имела в виду. У Эдварда попроще в этом плане. Ему даже вот на карте видно, да, что ему нужно выстроить какую-то заслонку, плотину от эмоций Вивиан. Отдавать себе отчет, что это просто такая женская суть, да, вот она вот такая эмоциональная. Это как дано, это в любом случае, неважно какая женщина, это просто есть у всех. У кого-то закрыто, но это нормально. Возможно, ему в этом поможет психолог со стороны. Это как вариант, что ему поможет. Но
Если подытожить, то справиться с этим у него особо проблем не будет. Ну и также ему важно думать о том, что можно попробовать что-то новое, искать какие-то новые пути взаимодействия с людьми. Получается, что здесь Эдвард прощупывает границы Вивиан. И если он куда-то не туда сунулся, то ему придется выставлять щит от реакции Вивиан на вот это вот «не туда попал». Ну и, в общем-то, так, пока оба не приспособятся. Это вот, опять же, относим к принцессе Пентаклей, которая вообще, в принципе, вышла на эту всю бытовуху. Далее продолжаем. Куда направить свои мысли? Ему 9 Пентаклей, ей туз мечей. А Эдварду здесь важно думать о собственных интересах в плане финансов, о своей прибыли, о своих проектах. Немного перефразирую. Тут важно, что ему нужно не делиться с Вивиан. Как бы странно это ни звучало. Иначе она просто может сесть на шею и забьет на свое развитие. Ведь когда развиваешься, и жить интересно, и есть смысл. То есть, чтобы не случилось вот этой деградации, которая никому не нужна, вот такой интересный поступок придется совершить Эдварду. Как раз этому есть подтверждение в карте у Вивиан, в тузе мечей. Ее туз мечей говорит о том, что у нее уже есть какая-то идея, какое-то решение, какое-то знание новое, чего она хочет, где она найдет себе применение. Может быть, это написание книги, может, мемуары, да, чтобы по ним потом сняли фильм «Красотка». Либо же это что-то психологическое, может, как помочь девушкам в такой ситуации, в какой она была недавно. Или даже, может быть, это идея, как разработать алгоритм действий по выходу из сложных ситуаций. Также туз мечей о том, что Вивиан умна, у нее есть предпосылки к хорошему научному труду. Опять же, она ближе к тому миру и может найти контакт с ним. В любом случае, мне кажется, что такие идеи определенно дадут ей стимул к развитию и началу своего бизнеса. Чуть дальше мы разберем, где не надо в каких мыслях зависать. Это мы сейчас разобрали, куда направить свои мысли Эдварду и Вивиан. Получается, что Эдвард работает на себя, Вивиан тоже работает на себя, и в свое развитие направлять вот эти мысли. Куда направить свои чувства? У Эдварда 8 Пентаклей, у Вивиан 3 Пентаклей. Тут тоже советы, в принципе, следующие из предыдущих карт. Эдварду необходимо выстроить систему, чтобы всем доставалось сколько надо, чтобы работа не страдала из-за его отсутствия и чтобы Вивиан уделять время. Я согласна с этим советом от Таро, потому что когда растворяешься в человеке, можно себя потерять, работу потерять. И в этом ничего хорошего нет. Вивиан тоже необходимо развиваться, делать свои первые шаги в своем деле. Как мы уже выяснили, это будет для нее во всех аспектах нужно и правильно и хорошо. Ну и как мы видим, Эдварду необходимо уделить внимание больше производственному процессу. Это на рисунке мы видим. А Вивиан больше творческой части ее дела. И обратите внимание, что во всех этих картах отсутствует призыв к каким-то эмоциональным действиям. И дальше у нас вопрос, как справиться с обуреваемыми чувствами, что поможет Эдварду 7 кубков и Вивиан маг. Небольшая сносочка. Когда я раскладывала эти позиции, у меня поменялись местами карты. Но я их, конечно же, оставила так, как они должны быть. И что из этого можно вынести? Если смотреть на значение, то карта 7 кубков больше подходит для Вивиан, даже визуально. И наоборот, маг — это точно Эдвард. Из этого следует, что им стоит перенять друг у друга такие схемы действий. Это упрощает задачу, когда видишь пример перед собой, как тебе необходимо действовать. Итак, делаем вывод. Эдварду необходимо немного уйти в свои чувства, побыть в этом состоянии, когда не знаешь, что чувствовать, допустить в свою жизнь спонтанность, немного покачаться на эмоциональных качелях, как бы странно это ни звучало, разбудить в себе чувствительность, она ему явно пригодится в будущем. Ему
Это дастся, я бы сказала, ну не то что легко, но следующая карта 8 кубков — это уже зрелость эмоциональная. В итоге он будет зрелым человеком абсолютно во всем. Это же круто. Необходимо ему разбудить в себе чувствительность, потому что она ему явно в будущем пригодится. Ну и в настоящем тоже. Но в настоящем она у него пока дремлет или неправильно как-то работает. Для него это будет и помощь в развитии, так как раньше он даже не смотрел в эту сторону. И сейчас я поняла, что в начале у него была 6 кубков, когда он встретил Вивиан, а сейчас 7 кубков, поэтому я немножко сейчас так зависла. Вот оно, его развитие, куда ему надо двигаться по пути эмоций, чтобы получить тот результат, который он хочет. Это очень интересно. Так, перейдем к Вивиан. Вивиан необходимо проявить собственную персону в люди, как говорится. У нее для этого есть все, что нужно. И даже пример перед глазами. Эдвард, собственно говоря. А еще это будет перевод ее идеи в физику, в материальное, того, что она задумала, чем решила заниматься. Это воплощение в жизни ее идеи. И пойдет у нее это прекрасно. Ей не нужно бояться осуждения, хейтеров, потому что это ее жизнь, и здесь ее ждет успех. То есть не качаться на эмоциональных качелях, а если вдруг приходит такое состояние, то сразу в бой, как говорится, переводить все это в какую-то деятельность. Если ей захотелось покачаться, сразу нужно заниматься работой. У нее есть все предпосылки стать публичной личностью. В принципе, это ей нужно идти к этому результату. Может быть, как идея рассказывать ей о своем опыте. И вот я сейчас подумала, что если бы такое произошло в реальной жизни, ее бы явно ждал успех. Ханжей, конечно, много, но и людей с более широким кругозором их достаточно. Ну, вообще, это интересная такая история жизни. Очень интересно ее послушать. Но только в определенном возрасте, после 18. Далее. Как лучше всего сейчас действовать? Советы. Эдварду 2 жезлов и Вивиан. У нее суд. Сначала Эдварда. Эдварду сейчас лучше всего заниматься тем, что он хорошо умеет, построить план развития всего. И отношений, и работы, и отдыха. Ему так будет проще влиться в этот новый этап жизни. Как показано на карте, еще и Вивиан привлечь к этому. Ей тоже будет полезно научиться планировать, сопоставлять и так далее. В принципе, это как такие маленькие моменты в копилочку, чтобы ей стать успешной женщиной. У Вивиан немного масштабнее задача. Ей необходимо до конца осуществить переход из ее прошлой жизни в нынешнюю, осознать все, что произошло, понять, что высшие силы ей помогают. И вот даже если посмотреть, то в 2 жезлов тоже видно воздействие высших сил. Если их вместе сложить, то и общая картинка такая будет. Вот эти вот лучи красивые, которые светят. Ну, видно, да, по мощности, куда сильнее они светят. Если у нее будет такая ситуация, что она не будет понимать или осознавать, а скорее всего такая ситуация будет, как быть, опять же, просить помощи у высших сил, чтобы закрыть вот эти все гештальты, которые ее там, может, тормозят, и которые необходимо закрыть, чтобы идти дальше. А вообще, эта карта о том, что кармический виток закончился. Она уже на выходе, и можно ее с этим поздравить. Возможно, многое она не осознает, но внутри у нее тоже сильные перемены. И нужно это принять и не сопротивляться изменениям. Так, и сейчас мы переходим, чего не нужно делать, какие действия не стоит совершать. Эдварду 2 мечей, Вивиан 5 мечей. Тут опять похожая история, если говорить в целом, то каждому из них не стоит взрывать себе мозг. Сейчас я хочу сделать небольшое отступление. Уже который раз их карты дополняют друг друга, что доказывает, хоть они из настолько разных миров, но тем не менее сильно похожи. А там, где они похожи, опять же дополняют. Очень похожи на пазлы, которые сложились, нашли местечко, нашли друг друга. И это очень хорошо, просто замечательно, особенно если они воспользуются моими советами. Вернемся. Итак, Эдварду не стоит впадать в сомнения. Например, правильный ли выбор он сделал. Хотя понятно, что такие сомнения будут, но из этих мыслей ничего хорошего не выйдет. А только время он потеряет на них, и мозг себе повыкручивает, и настроение попортит. И также ему не нужно своему партнеру, Вивиан,
навязывать эти мысли свои. Ну, или какие-то другие тоже такого же, ну, не содержания, а такой же посыл, который несут. Вивиан может посильнее Эдварда себя накрутить, что, собственно, понятно. В ее новой жизни многое незнакомо, и от этого может возникнуть чувство тревоги. Ну и много других странных мыслей, которые будут лезть ей в голову. Тут, я думаю, не стоит объяснять. Понятно, в общем-то. В общем, не накручивать себя, наоборот, становиться магом, да, вот как это было выше, об этом сказано. Общаться, быть лидером, делать и развивать свое дело. Это будет ее вытаскивать из вот этих всех ненужных непоняток. Теперь переходим к перспективам их развития. Сама перспектива их развития — двойка пентаклей. Перспективу я выкладывала на полгода-год, потому что дальше выкладывать сейчас очень быстро все меняется. Любой расклад даже может поменять ветку ваших событий, что что-то там вам скажут. Вы, например, этого не хотите и можете поменять это. Чем хороши расклады, собственно. Они не только разбираются в каких-то взаимоотношениях, ну, там куча всего, я сейчас не буду перечислять, но и можно подстелить соломку, грубо говоря. Так, возвращаюсь я. Перспектива есть. Она больше про налаживание отношений и про притирку. Опять же, эта двойка — это самое начало. Вообще тенденция положительная, при условии, что эти двое будут работать над отношениями. Именно двое. Будут следовать моим советам, опять же, как я говорила выше. На рисунке видно, что им надо работать сообща и направлять свое внимание на материальные аспекты жизни, на свои дела индивидуальные, но и одновременно подстраиваясь друг под друга. Необходимо научиться балансировать. И это будет оптимальная перспектива для хорошего развития будущей семьи. И да, именно к семье есть вариант у них прийти, очень реальный вариант. Вот это вот очень реальная ветка будущего. Какое же будущее их ждет? Опять же, тут полгода-год у меня пока. Ну, достаточно романтичное время это будет. Бабочки, жизнь полная чаша. В общем, все как по шаблону. Но главное, чтобы и дальше это перешло в глубину чувств, так как сейчас это просто влюбленность. Это не самое начало. Начало было в фильме. Это не Паш, это рыцарь. Но все-таки им необходимо не забывать про материальную сторону жизни. Это вот общий посыл расклада. Перспектива развития отношений. 4 мечей. Перспектива умиротворенная. Где-то присутствует скука в отношениях. То есть таких взрывов эмоций, как было в фильме, не предвидится. Нужно это принять. И с одной стороны это хорошо, потому что по большей части, когда есть эмоциональные качели, это скорее абьюз, а такого никому не пожелаешь. Так что все будет тихо, мирно, если руководствоваться умом. Как мы видим на карте, норка есть, мечи сложены, безопасно. И холода не страшны. А в чем же будет сложность в перспективе развития? У него принцесса мечей, у нее 6 пентаклей. У Эдварда сложность будет выражаться в обучении жить по-новому, думать по-новому, научиться доверять своему партнеру. Даже на карте мы видим, как персонаж хочет контролировать, но пока сдерживает себя и наблюдает, и, скорее всего, пытается разобраться, как же действовать, как быть, что вообще правильно будет в моей ситуации, какой тактики придерживаться. Это похоже на разгон локомотива. Сначала с трудом набирает обороты, но потом уже идет как по накату. Начинать будет сложно, со скрипом, но это неизбежно. Ну и нормально, в общем-то. Вивиан столкнется с проблемой балансирования между желанием помочь и думать о себе. То есть вот этот баланс брать-давать, у нее прям сложно с ним будет. Это естественно, так как раньше она с этим особо не взаимодействовала, да и обстоятельства у нее другие были в жизни. Но опять же, это временно. Она сможет выровнять этот баланс со временем, учась на своих ошибках. Если смотреть по рисунку, у нее сейчас произошел переворот в жизни. Раньше она была на месте вопрошающих, сейчас она уже на месте дающего. И тут, конечно, нужно делать с умом, но у нее, как мы выяснили, ум есть, ей главное научиться. Так, давайте подведем итоги. Советы все дали, сложности узнали. Подытоживая, можно сказать, что перспективы очень даже хорошие. И если подходить с умом, не растворяться в чувствах, быть здоровыми эгоистами и при этом умудриться найти баланс в отношениях. Все это осуществимо. И, в принципе, применимо в любой среднестатистической семье.
Это очень интересно, учитывая начальные данные этих героев. Может быть, у вас тоже что-то отозвалось и поможет вашим отношениям. Я буду этому очень рада. Если вдруг кому-то захочется такой же разбор, пожалуйста, обращайтесь. Контакты указаны в описании к видео. Ну или просто захотите поддержать канал. В планах у меня сделать видео про Пишембаева. Я уже подготовила вопросы, но мне пока сложно туда вникать. Я вот тут немножко приболела. Мне кажется, если я туда сейчас залезу, у меня прям еще хуже станет. Прям тяжело вот туда залезать. Пока вопросы писала, тяжело было. Но я в любом случае хочу это сделать, так как у меня есть что сказать на эту тему. Еще один план — сделать такой же разбор фильма, но на тему денег. Может быть, у кого-то есть идеи какие-то. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще, пишите в комментариях вопросы, все, что захотите. Также напишите, нравится ли вам такой видеоряд. Может быть, какие-то идеи есть еще, как это можно сделать, чтобы это было интересно и красиво. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, впереди будет много интересного. До встречи, пока!